Beyond Sunset – это когда после жесткой бойни на дискотеке сворачиваешь не на ту улицу и попадаешь в заселенный мутантами вонючий постапокалипсис, где выбиваешь из советского меха ядерную батарею, чтобы втюхать ее торгашу за выгодный прайс, чего точно хватит на прокачку автомата, а потом прыгаешь с крыши на крышу в поисках точки входа в киберпространство, держа в памяти, как недавно осчастливил одинокого робота, подарив ему мишку. Beyond Sunset – это когда катана разрубает якудза на части, стены окрашиваются багровыми кляксами, цветастость и мрачность сплетаются в один пиксельный клубок. Даблджампы чередуются с модными дэшами, вопрос, какие аугментации круче, ядовитые или ледяные, так и остается без ответа, а дробовик по дальности стрельбы может дать фору винтовке Мосина. Дорогие друзья, шотгановый тест. Что ж, с вами вновь ваш любимый канал о ретро-шутерах для всей семьи «Океан мудрости». А значит, пора наконец выяснить, стоит ли тратить драгоценные десяток часов на Beyond Sunset. Я, будучи недостаточно искушенным газодумовскими играми, всегда считал их бесконечными рескинами друг друга. Игры на газодум мне почему-то все кажутся одинаковыми. Не знаю почему, но мне одинаково от них устает голова. Теперь мне очевидно, что это не совсем так. Beyond Sunset – ретро-шутер, что на первых порах с маниакальным упорством хочет выдать себя за Immersive Sim. Игрока здесь отправляют не в привычный забег по набору коридоров, карта за картой. Вместо этого Beyond Sunset предоставляет в распоряжение обширную область, считай размерами с твой родной поселок. Каждый эпизод – кусочек небольшого открытого мира со своим уникальным сеттингом. Исследуй, изучай, бродяжничай, смотри на карту, учись ориентироваться, обживайся, созерцай, ищи секреты и путь к цели. Начальный эпизод тут принято считать нулевым. Это так, вступление, обучение. А вот первый – это совсем другое дело. Хорошо знакомое киберпанковское пространство, неон, полумрак, затянутое проводами небо, изгаженные тегами обшарпанные стены подворотен, технологичность, нищета, куски не кажущейся чужеродной Азии и дождь. Вы вообще когда-нибудь видели шутер с дождем? Не понимая, почему никто раньше до этого не додумался, но дождь потрясающий, проливной. Настоящий ливень, дорогие друзья. Уже вроде бы и привычная обстановочка, но как же она выразительно, скажу я вам. Бегущий по лезвию внутри Doom, или же Doom внутри бегущего по лезвию. Не нужно переизобретать эстетику. Киберпанковские визуальные штампы по умолчанию разят очарованием и колоритом. Художественный вкус, внимание к деталям, и вот полюбуйтесь. Картинка более чем живая и насыщена. Небоскребы, вывески, помойки и танцующие похабщину голограммы. Я где-то видел это буквально вчера. Позавчера и позапозавчера. И как же я рад, что вижу это сегодня. Так рад, что сам начинаю танцевать похабщину. Давайте танцевать вместе, друзья. Не, ну вы все же посмотрите, как льет. Иди куда захочешь. Точка Б, конечно, строго определена, как и набор действий, необходимых для ее достижения, но вот последовательность этих самых действий не регламентирована. Да и вообще, сперва можно обсудить с каждым встречным последние новости, пообещать помочь какому-нибудь заблудыге, а потом спустя минут 30 обнаружить себя пытающимся добраться, допрыгнуть до какого-то сомнительно торчащего выступа с единственной целью – убедиться, можно ли оттуда забраться еще куда-нибудь. Зачем? А вдруг там лежит заветное что-нибудь. Первый эпизод совмещает в себе и киберпанковский мегаполис Сансет-Сити, и зараженные трущобы, где тусуются мутанты, и японский стиль. Здесь платформинг, здесь мужчина попросил найти батарею, здесь босс, а здесь вот аппараты для прокачки. Ну это явно не Doom, а что-то другое. Beyond Sunset вбирает в себя всего и побольше, и сразу же обещает погружение, обещает размах, глубину, разнообразие. Второй эпизод не будет похож на первый, третий на четвертый, а четвертый на первый. А все почему? Beyond Sunset – сюжетно ориентированная игра. Главная героиня – Люси.
вроде как ничего не помнит. А вот странный парень в капюшоне Рейвен вроде как помнит все. И потому надо ему верить как секретарю парт-организации, как мне. Текстов Beyond Sunset не сказать, что тома гигабайты, но любителям разобраться в происходящем будет обо что поцарапать сетчатки. Не обязательно ограничиваться болтовней снующих на местности NPC. Можно порыскать по закоулкам, насобирать стопку CDR-ок с заботливо записанной графоманией и потом долго и мужественно вглядываться, вчитываться, погружаться, чтобы, например, научиться четко видеть грань между технологической корпорацией, что втихаря продает данные своих пользователей рекламодателям, и запрещенной в России организацией. Метакорп в Beyond Sunset обладает монополией на то, что в их мире можно было бы назвать интернетом. Ну и короче, они, нехорошие. Можно подумать, что Метакорп — это ироничная отсылка к настоящей запрещенной организации, но скорее наоборот. В реальном мире запрещенная организация Мета появилась в 2021 году, а в Beyond Sunset значительно раньше. На ваших экранах раннее концепт-видео из 2017 года. Чувствуете? Так что действительность штука загадочная. Это как если бы какая-нибудь реальная фармкомпания вдруг переименовалась бы в Синтек. Пара японских контор объединились бы под вывеской Zilla Enterprises, а, к примеру, Билл Гейтс нарек бы себя лидером Cabal Corporation. На самом деле Метакорп — отсылка не к действительности, а к метавселенной из романа Стивенсона. Собственно, оттуда взялось и имя того самого Рейвена. Да и образ протагонистки Люси вдохновлен главным героем — Лавины. Оттуда и меч, а киберпанк про меч я всегда люблю, потому что это месиво. Меч работает безотказно. Резня, что называется, высокохудожественная. Вы зацените, какая смачная расчлененочка. Но самое занятное, тут мечом можно отбивать пули и рикошетом дурачин этих валить. Вы где такое еще видели? Крошить якут с корпоративных прихлебателей и прочих штурмовиков в капусту можно будет до тех пор, пока кто-нибудь из них не намутит щит или не приведет на заваруху мехов, а таких так просто под ребро и не пырнешь. Значит, надо раздобыть себе пушку. Как говорил поэт, жить стало трудно без пушки. Основной арсенал довольно скромен. Если не считать БФГ и пистик, то всего пара позиций. Зато с альтернативными режимами, на вроде подствольного гранатомета. Но, по сути, Beyond Sunset — игра сугубо про автомат. Тут на помощь в разборках приходит вовсе не правая кнопка, а проворность. Люси не знаком термин «медленно». Beyond Sunset — это игра про автомат и про безостановочное движение. Баталии зачастую устроены по принципу: вот замкнутое пространство, и вот тебе волны материализующихся из воздуха парней. За счет постоянных перепадов высот в рамках одной арены приходится не просто выкашивать не вписывающийся в пейзаж сброд, но заниматься этим чуть ли не в непрерывном полете. Периодически, кроме экшена, в эту схему подмешивается и еще кое-что. Какие-то штришки, влияющие на восприятие происходящего. Бегущие в панике бедняги, что пришли в клуб потанцевать под группу Зодиак и невольно попали под раздачу. Вот как их не зацепить, когда тут пацаны с японского синдиката достали пушки и явно неправы. Или Мочилова среди сосудов с мутантами. Шальная пуля, и вот на одного врага больше. Экшен тут, скажу вам откровенно и прямо, крутой. Да, шотган не внушает трепетного щекотания где-то там внизу. А автомата с мечом не сказать, что достаточно. Зато динамично и напряженно. Визуальные эффекты, кровища и звук. Зацените, какой приятный звук. Навевает что-то такое ностальгическое. Сега вспоминается. Вам не вспоминается? А вам что вспоминается? Небось Игорь Наджиев? Часто его вспоминаете, небось? Боссы, кстати, на удивление, куда интереснее, чем я того ожидал. Босс тут не просто клевый толстый парень, что стоит по центру и медленно копит пулевые. Он, конечно, толстый и клевый, пулевые копит, но прожектайлы с него летят, как в каком-нибудь сайт-скроллере на картридже. Потому что Beyond Sunset — это не только про созерцание заумной речи и меч, но и про движение, скорость, необходимость уворачиваться и остервенело нажимать на модный дэш. Так вот, я же говорил, что Beyond Sunset — это РПГ. Если не говорил, неважно. Это РПГ даже согласно официальному пресс-релизу. А потому, чтоб не сдохнуть в первые минуты, необходимо прокачиваться. Здоровье там повысить или количество носимых патронов,
Знаете, всякие такие штуки, пассивные, но важные. На ранних этапах разработки в Beyond Sunset планировалось чуть ли не древо навыков. Я, как обычно, не уверен, могу ли я показывать ранние билды без разрешения, потому вернемся в наше время. Сейчас все апгрейды строго через официальные аппараты, совсем как в нашей с вами любимой игре Turbo Overkill. И это все к чему? Аугментации, дорогие друзья. Они ведь не только про вместительность шотгана, они еще и боевыми могут быть. Можно, к примеру, вот так сверху приземляться лихо. Такое видали? Но самое важное во всем этом перечне – элементальная аугментация. Яд напрочь снижает сопротивляемость урону, превращая самого большого меха в тряпку слюнтяя и ничтожества. А лед – это, сами понимаете, остужает люто. Ну и по традиции все это тоже имеет целый список возможных улучшений, и никто ведь не запрещает вкачивать оба элементальных урона, чтобы в бою успевать их лихо чередовать, как бы уже больше простора для тактики. Этого заморозил, грохнул, все, кто рядом закоченели, значит можно мчаться травить самого жирного, а потом катаной в нужный миг взмахнул и здоровье залечил. Даю вам зуб на отсечение. Я обожаю игры про киберпанк, паркур, женщин с катаной, силовиков со щитами и мехов. Очень люблю, когда из мертвых выпадают аптечки и патроны, и все это происходит под зажигательный брейкбит. Ну или ретро-вейв, если речь идет о Beyond Sunset, пульсирующий биточек, гитарные запилы и, конечно же, синты. Своим звучанием как бы шепчут: на дворе 80-е, все хорошо, никакого техноапокалипсиса не предвидится. За саундтрек ставлю большой палец и множество маленьких. Музыка хорошая, совсем как наша любимая песня. Дорогие друзья, огромное спасибо всем отчаянным мужчинам и очаровательным женщинам, что поддержали мой канал при помощи 100 рублей. Счастья вам и здоровья. А тем, кто поддержал канал при помощи 200 рублей, тем вообще вечные пожелания долгих лет жизни. Я все еще не забросил делать самые хорошие видеоролики в интернете лишь потому, что есть вы, и это я. На полном серьезе, в титрах величайшие мудрецы. Спасибо, ребята. Так вот, если кто-то нашел в Beyond Sunset нечто схожее со Sprawl, то все это не более чем совпадение. Beyond Sunset вообще изначально задумывалась не как ретро-шутер, а как настольный RPG. То было аж в 15-16 годах. Если гурпс для вас не пустой звук, скажите хип. Если пустой, скажите хоп. На самом деле некую параллель можно провести как раз с Turbo Overkill. Когда будущий создатель Turbo Overkill лето так 20 назад публиковал первые наработки думовского мода Total Chaos, на них наткнулся будущий ведущий разработчик Beyond Sunset и все понял. Так понял, что ради своей мечты нашел где-то еще двух спецов экстра-класса никому в думовском сообществе неизвестных. Там реально андеграунд. Короли ноунеймерского картостроительства. Ну и, казалось бы, им, безымянным энтузиастам, удалось превзойти мастодонтов, демиургов, патриархов Газодума. Вот она, самая хорошая игра. Выверенная ручная работа, беспрецедентное внимание к деталям, головокружительное зрелище, богато, сытно, жирно. Immersive Sim RPG про киберпанк, открытый мир, ходи, броди, вынюхивай, разнюхивай, помогай роботам и местным жителям. Прокачивайся и забуривайся в такие места, каких даже сами разработчики не подозревали. У Beyond Sunset есть одна большая беда – слишком крутой первый эпизод. По его завершении ожидаю, что дальше будет ух. А весь ух остался спрессован в киберпанковском городе. Дальше будет ретро-шутер. Вдохновленные «Звездными войнами» и Power Slave раскидистые куда более абстрактные пространства, симметрия, обернутая в монохром, за пару часов наверняка смогут утомить. На контрасте с блейдранеровским лоском сии стилистические решения уже выглядят куда более заурядными и тусклыми. Третий эпизод представляет собой что-то вроде небольшой головоломки с 20-минутным потоком волн врагов под конец. Тут уже не пахнет ни свободой перемещения, ни РПГ. Это просто шутер, хороший
изобретательный, красивый, но я теперь хочу лишь того незабываемого ощущения, что дарил первый эпизод. С каждым шагом дальше от Sunset City ощущение свободы, иллюзия нелинейности улетучиваются, оставляя 1 на 1 с ретро-шутером на GZ-думе. Возможно, это самые проработанные, самые масштабные карты, какие я только видел в своей жизни. Скорее всего, так оно и есть, это такой размах. Размах по самое не балуйся. Но я чувствую себя обманутым. Я ожидал, что хотя бы в последнем эпизоде вернется магия. Но вместо этого все явственнее начало проступать ощущение, что волны врагов зачастую излишне затянуты. Грань, где экшен становится рутиной, периодически переступается. Ближе к концу замкнутые пространства, годящиеся лишь для клаустрофобического трипа в кромешном одиночестве, почему-то начинают кишмя кишеть мехами всех пород и размеров. И без возможности нормально маневрировать, все это играется уже несколько странно. А потом еще какой-нибудь дурачок спрячется и приходится искать его, чтобы наконец сработал скрипт. Beyond Sunset — игра, которую хотелось бы проходить на одном дыхании. Но она его настойчиво сбивает. Даже хваленые RPG-составляющие сами разработчики не брезгуют пренебрегать. Вся прокачка из нулевого эпизода обнулится перед первым, а потом все еще разочек хорошенечко обнулится в четвертом. Beyond Sunset — ретро-шутер, что на первых порах с маниакальным упорством хочет выдать себя за Immersive Sim, а потом с тем же рвением заметает следы. Beyond Sunset вне сомнения проработанный шутер со своим шармом, с удивительным масштабом, с потрясающим арт-дизайном, разнообразными визуальными решениями, с отличным саундтреком, но он мог бы быть чем-то большим, чем-то ушедшим от газодумовских рескинов куда дальше. Я совершенно точно буду помнить, как после жесткой бойни на дискотеке свернул не на ту улицу и попал в заселенный мутантами вонючий постапокалипсис, где выбил из советского меха ядерную батарею, чтоб втюхать ее торгашу за выгодный прайс. А вот буду ли я вспоминать, как бегал по кругу в ожидании, когда закончатся 6 волн врагов, не уверен. Beyond Sunset — это хороший экшен на газодуме, дорогие друзья, но это совершенно точно не RPG. И давайте еще раз посмотрим на дождь. Серьезно, вы вообще когда-нибудь видели что-то подобное? Меня часто упрекают, что мои ролики проплачены. Я не буду скрывать. И на этот раз получил за видео кругленькую сумму. Вот пруфы. 70 рублей на дороге не валяются. Куплю дачу с бассейном и мангальной зоной. Приглашу туда подписчиков моего телеграм-канала. Будем слушать группу Iron Maiden и танцевать рэп на голове. Играйте только в среднее, друзья. Всего вам доброго. Ну что мне сказать по этому поводу? Да ничего.